Филиппины, остров Миндоро, туристический городок Порто-Галера и его пригород Сабанг. Это место привлекает дайверов со всего света из-за уникального подводного мира этих мест, а простые туристы едут сюда, чтобы увидеть потрясающую природу Филиппин. Но помимо коралловых рифов, пляжей и гор, это место снискало и иную славу. Всем привет из Филиппин! Герой этого ролика Максим уже больше 10 лет живет в странах Юго-Восточной Азии. Но здесь, на Филиппинах, с ним произошла неприятная история, в результате которой он попал в филиппинскую тюрьму. В этом видео он расскажет, как и почему это произошло. Я думаю, эта история будет интересной и для некоторых поучительной. Макс, привет! Привет! Мы давно с тобой планировали эту встречу, что-то как-то все не срасталось. Уже, наверное, месяц-два мы ее планировали, но наконец-то собрались. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем занимаешься и как давно путешествуешь. Меня Максим зовут, Лаврентьев, если кому интересно. Многие, может быть, меня узнают, потому что достаточно активный интернет-пользователь. Путешествую я по Азии, Юго-Восточной Азии с начала 2013 года. Больше 10 лет получается. Занимаюсь чем? Работаю фрилансером на удаленке, инженер-механик. Как хобби занимаюсь дайвингом. Я инструктор по дайвингу ассоциации НДЛ. В каких странах Юго-Восточной Азии тебе удалось пожить? Если именно пожить... Именно пожить. Ну, Китай не считается Юго-Восточной Азией? Давай зачтем. В Китае около 2 лет, Вьетнам около 2 лет, Камбоджа чуть меньше года и пару месяцев Пхукет. И с 2017 года здесь, с перерывом на пандемию 2 года. Из всего твоего опыта путешествий Филиппины – это большая часть. Да, для меня есть много причин обоснованных. Это осознанный выбор. Да. Ты сказал, что ты инженер на удаленке. Да. Что это значит? Ну, я ищу заказы в интернете. Есть несколько ресурсов, благодаря которым можно найти заказы. Причем и даже госзаказы даже у меня бывают. У меня диплом, он аффилирован, так что я вполне работаю. То есть это графика или... Нет, это скорее всего, моделирование, расчет прочности. Много где от мебели, как я называю, от гвоздя до элементов турбореактивных двигателей. Помимо работы инженером на удаленке, у тебя есть какая-то работа на Филиппинах? Как работы нет, есть хобби, чем я занимаюсь. Путешествую на мотоцикле, в принципе, просто путешествую. Ну и ныряю, да, вот мы находимся сейчас как раз в том месте, где я сегодня нырял. Повторюсь, я инструктор, но это мне не приносит дохода, я просто помогаю. Это чисто как хобби? Да, чисто как хобби. Макс, расскажи, что сейчас происходит и куда мы плывем? Ну, на самом деле происходит такой дневной выезд дайверский. Мы едем на огромную достопримечательность, не побоюсь этого слова, мирового значения. Это остров Верде, 2 прекрасных дайв-сайта там больше на самом деле, но мы, как правило, погружаемся на 2. Вот. Это выезд на весь день, будет и барбекю. Вообще считается, что вот эти 2 дайв-сайта находятся в топ-10 мировых дайв-сайтов, дайв-спотов. А какое твое участие в этом мероприятии? Кто ты? Ты дайв-инструктор, дайв-мастер, гид? Я инструктор, да, инструктор НДЛ, дайв-лидер, инструктор НДЛ. Мое участие – это обеспечить безопасность, комфорт, ну и гайдинг. То есть я буду под водой вести группу за собой, то есть по маршруту, обеспечивать и комфортное пребывание, и их безопасность под водой. На каких условиях ты работаешь в дайв-центре? Но сейчас на условиях таких. Мы с хозяином дайв-центра хорошие приятели. Я раньше здесь работал несколько лет. Человек попросил помочь, вышел, помогаю. Тебя с собой взял. Спасибо большое. То есть ты работаешь на фрилансе? Да я не то, что работаю, это не мой основной вид деятельности. Просто помог человеку, большая группа. Приехали на майские праздники. Не хватает инструкторов, не хватает гидов. Вот попросил помочь. А как часто ты принимаешь участие в подобных ивентах? Крайне редко, раза 3-4 в год. Ты что-то зарабатываешь на этом? Как правило, нет. То есть это чисто по-дружески, на голом энтузиазме? Совершенно верно, да. Просто помогаю своему хорошему другу. Как прошел сегодняшний дайв? Сегодняшний дайв прошел... Я отвечу честно, но я отвечу без прикрас. Ну, потому что там были некоторые аспекты, которые в профессиональном мире не принято озвучивать. Да, все прошло относительно спокойно и безопасно, но недостаточно гладко. Не самый простой дайв-спот в мире. Ну, произошло несколько не то что инцидентов, а неприятных моментов.
А так, в основном, все отлично. Это была чисто русскоговорящая группа? Да. Что из себя представляют эти споты, на которых мы сегодня ходили? Чем они так знамениты? Как я это называю, все прекрасно недоступно. Это риф, стоящий практически в открытом море. Он заповедник. Там сохранилась вся подводная живность, мягкие и твердые кораллы. Ну, это действительно коралловый сад. И плюс, насколько я понимаю, животный мир в том первозданном мире, который был здесь миллион лет назад. И это наблюдать сплошное удовольствие. Действительно, таких мест в мире осталось очень-очень мало. Расскажи, где ты живешь на Филиппинах? Это остров Миндора, один из самых крупных островов Филиппин. Город Сабанг, ну, пригород Сабанга. Опять же, какой-то город. 12 тысяч населения, да, деревня. И пригород деревни Синандиган, ну, это прям вообще деревня-деревня. Чем это место знаменито? Но это мекка дайверская, на самом деле. И не только Филиппины, мировая. Здесь все страны представлены, как дайв-центрами, так и туристами. За 7 тысяч снимаешь? Да, 7 тысяч. Чисто холостяцкая берлога. Зайди в спальню, там бардак, но ничего не там. Я б не влез. Ну, и даже я на пределе. Если я лежу, у меня свисают ноги. Я думаю, 1,90 м кровать. Макс, многие мужики, кому за 40, особенно вот у меня в комментариях, они хотят приехать на Филиппины, чтобы найти себе жену или подругу, потому что в мире бытует мнение, что филиппинские жены и подруги самые лучшие жены, самые лучшие подруги. Ты разделяешь эту точку зрения? Я приведу пример мой живой. Я не люблю беспочвенно что-то там декларировать. Мой пример. Хорошо. У меня был опыт общения с филиппинкой, достаточно длительный. Мы уже подумывали о свадьбе. Я себя поймал на мысли, после первого года общения у нас не было ни одного конфликта. То есть у нас букетно-конфетный период затянулся больше года. И даже когда мы стали жить вместе в одном помещении, у нас конфликтов не было. Ну, прям совсем, ну, ноль. То есть в этом плане они оказались, опять же, у меня опыт небольшой. Покладистая, это действительно правда. Но с одной стороны, а с другой стороны, она просто меня швырнула в итоге. Да, с другой стороны, что произошло и почему вы до сих пор не вместе? Мы уже не то, что до сих пор. Просто, допустим, сегодня мы прекрасно проводим вечер, мы путешествуем по Европе. Буквально. То есть ты вывез ее в Европу? Да, да. А где вы были? Ну как, Европу. Я вывез ее с Филиппин. Те, кто в курсе, насколько это сложно. 24-летнюю девицу, которая никогда не была за границей. Мы в Турции встретились, в Стамбуле. Вот. Потом мы начали путешествовать, почти всю Турцию проехали, Армения, Грузия, опять Армения. Ну, вот. И что произошло? Мы там познакомились с парой, тоже россиянин, филиппинка. Мы с ними сдружились, начали путешествовать вместе на арендованной машине. И в определенный день она сказала, что ее пригласили в гости одну. Я как бы без задней мысли, я всегда людям доверяю, особенно с теми, с которыми прошел огонь и воду. И да, мы с ней пандемию вместе, там хлебнули горе вместе в пандемию. Она ушла встречаться с ними, то есть мы приехали с путешествия. Я всю дорогу был за рулем. По-моему, по Армении мы путешествовали. Да, по-моему, по Армении несколько дней мы путешествовали по Армении на машине. Мы вернулись в Ереван, и она пошла с ними встречаться вечером, пришла в 10 часов вечера и сказала, что завтра она уходит от меня. И ушла. Больше никогда в жизни ее не видел. То есть она ушла к кому-то? Это пара была, филиппинка. Она ушла к паре? Больше я ничего не знаю. То есть она ушла, потом несколько раз просила у меня денег, да, я ей помогал. Я знаю, что она нашла какого-то там европейца, опять же, через третьи руки, и она сейчас живет в Европе. Где-то, по-моему, в Скандинавии. Так что вот так вот. А первые 2 года было все замечательно. Она сильно мне помогала. И это был такой удар в спину, от которого я оправлялся несколько лет. Как ты думаешь, такое поведение свойственно всем филиппинкам? Либо это частный случай? Нет, это не частный случай. Я сейчас уверен на 100%, что филиппинкам это свойственно. Они очень легко играются серьезными понятиями. Дружба, любовь и такие вот вещи. Она может после 2-го свидания начать говорить, что она тебя любит. Или после 1-го. И, то есть она может после 1-го свидания сказать, что она тебя любит. И понятно, что это не так. Это очевидно не так. Так откуда взялось это мнение, что филиппинки лучшие в мире жены? То есть ты с этим не согласен? Нет, я с этим категорически не согласен. Я категорически не согласен, что азиатки в принципе хорошие жены. Любые. Вьетнамки, камбоджийки. Я знаю много примеров, когда подтверждалось, что это не так. Эти черты свойственны девушкам из Юго-Восточной Азии, не только на Филиппинах. Да, да.
В этом они сильно похожи. Ты прожил во Вьетнаме, ты прожил в Таиланде, ты прожил Камбодже, почти в Камбодже прожил, да? В Китае. Бьюсь об заклад, ты встречался с девушками. Конечно, ты выиграешь. И ты выиграешь. Я выиграю. Заклад, да. Я выиграю заклад. Есть ли какая-то отличительная черта филиппинских девушек по сравнению с девушками из других стран Юго-Восточной Азии? Они красивые. Ну, хотя азиатки, в принципе, очень часто красивые встречаются. Ну, я думаю, ты с этим не будешь спорить. А поведенческие черты? Именно в отношениях? Нет. Нет. Много ли иностранных экспатов живет в Сабанге? Именно экспатов в самом Сабанге не очень, но в регионе Пуэрто-Галера, это где-то 20 квадратных километров, прилично. Пару десятков тысяч, я думаю. Плюс большой туристический поток. Плюс большой туристический поток. Помимо дайвинга и дайв-спотов, есть какие-то туристические активности в регионе? Прям подводишь, да? Конечно. Ну, какие? На самом деле... Есть путешествия по, так скажем, материку, в центр острова, но в основном сюда приезжают именно азиаты, это китайцы и корейцы. Это одно из таких немногих мест в мире, где аффилирован секс-туризм. Макс, у тебя здесь произошла одна малоприятная история, которую бы я хотел рассказать зрителям. Возможно, для кого-то она будет интересной, а кому-то, может быть, и поучительной, а кому-то это будет и предостережением. Расскажи, пожалуйста, что произошло в ту злополучную ночь? Ну, смотри, я сразу же хочу поблагодарить тебя за это, потому что я, ну, насколько ты знаешь, да, даже я написал статью, ее там какое-то количество людей прочитало, не так уж и много. И я считаю, что, в принципе, подобные истории нужно озвучивать. Ну, собственно говоря, из-за этой статьи мы с тобой встретились, потому что я тоже ее прочитал, меня она заинтересовала, я написал тебе, мы договорились и встретились через какое-то время, потому что с Максом мы не знакомы, мы познакомились только вчера, до этого мы переписывались, и я приехал к Максиму сюда, в Пуэрто-Галеру, для того, чтобы осветить его историю. Совершенно верно. И еще раз повторюсь, я благодарен тебе за это. Очень классная инициатива. Да, я готов ответить на все вопросы, включая весьма каверзные. Давай вернемся к истории. Что произошло в ту злополучную ночь и где это было? Да все было тривиально. Как раз в тот день я тоже нырял с одним старым знакомым. Мы отныряли, пошли отметить это дело, потому что дайвинг был очень классный. Хороший дайвер по уровню, ну и в принципе компанейский парень. Посетили пару баров. Сабанг известен наличием огромным количеством баров. Посидели до состояния уже некоторого подпития, ну и решили зайти в заведение, так называемые go-go-бары. На этом месте всем ханжам стоит выключить видео. Да, наверное, все ханжи, которые не приемлят никакого другого мира, кроме собственного своего, я прошу просто не продолжать смотреть это видео, ибо на все комментарии, если Сергей не закроет комментарий, я буду просто посылать. Вот прям откровенно. Ханжи, до свидания. Итак, зашли в заведение. Это был Коколипс. Очень старое и очень известное. Кстати, в Сабанге это официально разрешено. Ну, для тех же, кто будет рассказывать, что проституция на Филиппинах запрещена. Она запрещена на Филиппинах за исключением двух мест. Насколько я знаю, это Сабанг и Анхелес. Насчет Анхелеса не буду утверждать. Опять же, насколько я знаю, Сабанг точно разрешена. Вот, зашли в бар, он был полупустой. Был не сезон уже, это было около года назад. Лето считается здесь не сезоном. Посидели, еще выпили. Понравилась одна девушка. Я договорился о том, чтобы встретиться с ней. Ну, продолжить вечер. Это было где-то 10 часов вечера. Договорились о цене, причем цена оказалась на тот момент, ну, для меня это было сюрпризом, что цена фиксированная. Сколько стоит девушка в Сабанге? 4500. Это цена фикс вне зависимости, не от возраста, понятно, да, только совершеннолетние, потому что у них есть лицензия, они проходят ежемесячный медосмотр, у них там какая-то есть, я потом при этом присутствовал, кстати, спойлер, какой-то у них там инструктаж проходит. 4500 договорились, я оплатил безналом в кассе. Да ладно? Безналом. То есть у тебя есть транзакция и чек? У меня есть транзакция за эту услугу. И она есть даже распечатана. А чек тебе дали? Нет, чек, по-моему, не дали. Но у меня есть транзакция, да, на официальный Gcash заведение. Я оплатил, мы сели на мой мотоцикл, поехали ко мне. Мы приняли душ, легли в постель, но возраст и алкогольное опьянение дает о себе знать. У меня
не смогла. Вот, я попросил доставить мне оральное удовольствие, она отказалась. И тогда я сказал, ну, извините, 4500, все-таки это сколько у нас на доллары? 80 долларов? Где-то так. Да, около 80 долларов. Я говорю, ну, давай тогда хотя бы хэнджоб. Кто не знает, удовлетворение руками. Здесь она согласилась. То есть все произошло. Ну, я думаю, сейчас немножко поспим. И все, у меня там в организме остановимся и продолжим. Потому что я почему-то считал, что это на сутки. На ночь? Ну, на ночь, да, как минимум на ночь. Вот. Она пошла принять душ и вышла из душа уже одетая и сказала «до свидания». Извини, я уточню, да. Именно вот секса, проникновения у вас нет? Не было. По вполне определенным причинам, что там скрывать. Почти 50 лет иногда бывают эти осечки. Вот. И она оделась, вышла, начала, у нее очень плохой английский был. Ну, почему был? У него очень плохой английский. Она вышла, типа, я поеду. Я говорю, никуда ты не поедешь, потому что, ну, что за дела? Я хочу поговорить с твоим начальством. А надо сказать, что договаривался в баре я с так называемым папасан. Это здесь вместо привычных в России мамочек. То есть ты не с девушкой напрямую договаривался, нет. А ты подошел к какому-то менеджеру и договорился с ним? Да, совершенно верно. Их здесь называют папасаны. Как правило, в этих барах работают геи менеджерами. Я договорился с ним. Пока мы там общались туда-сюда, она умудрилась то ли в туалете, то ли в спальне текстом нажаловаться и папасану. Будучи джентльменом, я проводил ее до мопеда. Это буквально, ну ты видел, это сколько, 30 метров. Когда я вышел, стоял уже водитель с мопедом и этот папасан. То есть тот же самый менеджер, с которым ты договорился, да? Да, это был он же. Окей, и что было дальше? Ну, там был достаточно неприятный разговор. То есть я ему пытался объяснить, что за 4500 то, что произошло, это не может стоить. Верните деньги, верните сдачу? Верните сдачу. Это фактически либо верните деньги, либо давайте замену. Иначе что за ерунда? Это был какой-то скандал на повышенных тонах? Ну, это был неприятный разговор, но без повышенных тонов. Ты сам знаешь, что филиппинцы не любят... Там, если ты начинаешь на филиппинца кричать, он просто в ступор входит. Да. А мне нужен был конструктивный разговор, поэтому я без повышенных тонов попытался разрулить эту ситуацию. Она не получилась. Он спросил, почему она плакала. Она действительно, кстати, плакала. Я не знаю, почему. Она мне там вскользь пояснила, что у нее болеет ребенок. И она типа из-за этого переживает. Ну, понятно, что зачем мне все эти разговоры и вся эта информация. Я папа сам так и ответил, что откуда я знаю, почему она плачет, спроси у нее. И ко мне не было никаких претензий. Сразу говорю, ко мне не было никаких претензий. Вот в этот момент был извиняющийся тон, типа, а вот, а как, а что, а мы не можем, никаких возвратов, никаких замен. Она села и уехала. Про папасана я не буду рассказывать, что он там предложил. Или рассказать. Давай. То есть в этот момент он предложил, типа, заменить ее? Да. Ну, говорит, если тебе так хочется орального секса, я могу тебя здесь удовлетворить прямо на улице ночью. Жуть какая. Ну, это жуть, да, это была жизнь, блин. А ты? Я согласился. Как можно упустить такую возможность? Нет, ну, конечно, я ему сказал, что это абсолютно не смешно. Я не про тех, про кого он думает. Ну, в итоге разошлись. Плюс-минус мирно. То есть не на повышенных тонах. Ну, естественно, с комплейнами, но без того, что я типа это... И если мне не изменяет память, я вроде бы даже пригрозил им полицией, что я буду жаловаться в полицию на эту ситуацию. Потому что это действительно официальная услуга. И у меня были все подтверждения о транзакциях. Все, я потом ушел домой, потому что на следующий день мне нужно было продолжать нырять. Это было где-то 11, полдвенадцатого, все произошло очень быстро. И в 2 часа ночи меня разбудил стук в дверь, и кто-то звал меня по имени. Это была полиция. Они приехали уже с этой девицей, заковали меня в наручники и отвезли в райцентр, в Пуэрто-Галеру, в местную тюрьму. Тебя отвезли в тюрьму прямо посреди ночи? Да, и это достаточно далековато, это почти... 5-6 километров по ночному серпантину, я в наручниках. И, кстати, в наручниках я провел потом всю ночь. Тебе объяснили причину, почему тебя? Да, мне сказали, что я ее изнасиловал, что она написала на меня заявление об изнасиловании. Расскажи, куда тебя привезли? Это было КПЗ или что-то такое? Это было КПЗ, но там люди сидят годами в этом КПЗ. До принятия какого-либо решения. Бывает так. Что оно из себя представляет? 2 камеры. Очень маленькие. Меня сначала посадили в большую, но относительно большую. Она где-то 2 на 3, наверное. На тот момент там уже 4 сидела. Меня 5-м посадили. Ну, нет ничего. Ни мебели, нет ничего. Просто спать на полу. На плитке керамической, если повезет, подкинут коробки сложные, картонные. Все, ничего больше нет. Ни посуды, ну, вообще ничего. То есть, ну, пустое помещение. Это филиппинцы были? Это были филиппинцы, да, это были филиппинцы. Ты не знаешь, за что они? Знаю. Там Маньян срубил. Маньян — это местный житель. Он срубил дерево чужое. Его посадили, он просидел месяц. Один был за что. Парнишка молодой навел арбалет, подводное ружье на своего дядю.
Его тоже на месте закрыли, просто навел. Он ничего не выстрелил? Не выстрелил ничего, просто навел. И один сидел за дело, он сбил ребенка, но его на 10 лет посадили, его потом увезли в Саблоян, его посадили на 10 лет, он сбил 8-летнего ребенка. Один коммунист сидел. Кстати, оказывается, коммунистов не любят, а он там, Че Гевара, все дела. Ну, там какая-то политика, я в это не лез. Оказывается, здесь коммунистическая партия вне закона, кстати. Его потом в Манилу отправили разбираться дальше. И потом завезли еще 6 человек, 6 ребят молодых, 18-19 лет. Точно такая же история, только более жесткая. А они, я так понял, из обеспеченных семей. Ну, относительно обеспеченные. Там свои сари-сари-сторы, ну, это местные арки. И свои ресторанчики. Девица написала, девица несовершеннолетняя, по-моему, 15 или 16-летняя, или 14-летняя даже, написала на них заявление о групповом изнасиловании, вытянула с них 4,5 миллиона. Ох. С ними свалила в Манилу и не написала отказ от заявления. И их тоже увезли. То есть это уже история давно произошла, пацаны уже заплатили ей, да? Да. Через какое-то время она просто забрала деньги, уехала, и через какое-то время за пацанами пришли, потому что дело там стало. Ну, это было в течение 1 недели случилось все. Вот здесь у них, не знаю, почему сейчас, они обычно здесь тусят днем. Вот, а камера находится, вот здесь там нет ни окон, ничего, они находятся внутри. Сейчас посмотрим, пусть нас не пустят. Hello guys, how are you? Do you remember me? No, nothing. I'm sick here 1 month, 1 year ago. Yes, hello. Is he celebrity here? No. Quite celebrity, he don't remember me. The drafting master. Drunk master? Yes. Can I show him? It's my friend from Russia. Здесь, вот в этой камере. Сначала в той большой, не надо ходить, не раздражай их. Вот, а потом вот это перевезли. Ну вообще, дружелюбные, блин. How are you guys? So the guy rent apartment, rent apartment For free, yeah. Free food and free accommodation? Oh, yeah. Okay, guys. Ладно, вернемся давай к твоей истории. Вот тебя забрали ночью в КПЗ. Ты там провел ночь. Что происходило на следующий день? Ну, там был такой шухер, что не приведи Господи. Ну, во-первых, ко мне стали приезжать мои друзья-знакомые, включая хозяев моего дома. А как они узнали, что ты там в тюрьме? У тебя телефон с собой был? Нет, все отобрали, все отобрали. Вот. Я ничего с собой специально не брал, отобрали паспорт только. Ну, там же полиция подняла всех, когда они ночью приперлись, они подняли всех. На самом деле, то, что мне не понравилось поведение моих, так скажем, арендодателей, они просто их запустили вовнутрь, без ордера, без ничего. Говорят, вот он здесь живет, забирайте его. Ну, они не могут спорить с полицией. Такой менталитет. Ну, менталитет такой, ну, а где документ, где ордер на, ну, там? Ну, это же полиция, это же все. И что? Это голубенькая форма, это все, это пропуск везде. Понятно. Филиппинец не будет спорить с полицейским. Ну, вот так у меня и получилось. Мне крайне это не понравилось, но неважно. Начались хождения, сразу же спойлер, с меня так ни разу и не взяли показания за все это время. То есть никто никогда у тебя не спросил, ни о чем. Что произошло, Нет. как ты действовал, Нет. Там ты бил, не бил, насиловал, не насиловал. Никто ничего не спросил. Нет. Опрашивали только ее многократно и подолгу. Взяли показания только у нее, отправили. Это было воскресенье. Да, это была суббота. Ты спрашивал про выходные, это была суббота. В воскресенье ее отправили в госпиталь на экспертизу. Экспертиза не показала не то, что какие-то... когда пришли результаты экспертизы? Она тут же с ним приехала. В воскресенье? Да. То есть на следующий день. В листе, в заключении, в медицинском заключении было написано, что полового акта не было. Да, потому что, его не было по факту. Его не было по факту, да. То есть и никаких побоев, никаких синяков, ничего не было. У меня документы, если хочешь, я его предоставлю, сделаешь скриншот, вставишь. Все, она сказала, что акта не было, но приперся Папасан, этот весь замотанный, то есть он прятал лицо. И он приехал в полицию в КПЗ? Да. Вот. Прям вот в воскресенье? Да. Вместе с девчонкой и с этими результатами? Нет, результаты были потом. Они приехали с утра и начали требовать деньги. Сколько они хотели? Началось с 250 тысяч песо. Это было еще до результатов экспертизы. В воскресенье утром они приехали к тебе и стали требовать 250 тысяч, чтобы закрыть дело. Да. При этом в этот же день она пошла... Ее отправили. Да, полиция ее отправила, да. А ты не думал, что они могут подделать Я очень этого экспертизы? боялся. Это был самый стрёмный день в моей жизни, наверное, один из самых стрёмных дней в моей жизни. У нее, по-моему, просто не хватило мозгов для этого. Просто не хватило мозгов. Она могла бы там заплатить пару тысяч песо, ей бы написали все, что угодно. Слава богу, не хватило этих мозгов, потому что ситуация бы тогда была просто совсем другой. Макс, какого рода заведения на этой улице, куда мы сейчас идем? Блядские.
Еда, питье и плоские усиления. То есть ситуация, которая произошла с тобой год назад, была вот прямо здесь? Да, прямо на этой улице, чуть подальше. Сколько времени было? Часов 10-11 вечера. Много людей было на улице? Да, то же самое. А здесь примерно всегда так. Ну, плюс-минус. Ты был один или ты был с кем-то? Я был со знакомым, с туристом. Я его знаю давно, но на момент, когда все случилось, он уже свалил. То есть в бар он не заходил? Нет, в баре его не было. И теперь каждый раз, проходя мимо этого заведения, они тебя узнают? Are you guys working here? Yes! What is it inside there? Premium disco bar! Disco bar. Yeah! For dancing! Like that. How about girls? It's so good! Inside? Yeah, inside, always beautiful! Слушай, ну очень дружелюбные охранники для такого рода заведений. Да, они просто меня знают. А как ты думаешь, ситуация, которая с тобой произошла, она типична? Она типична. Она это стандартный, типичный туристический развод. Типичный развод. Да, он, слава богу, не поставлен на поток, но он есть. И даже со мной сидели. До меня кореец сидел. И приходил китаец один раз с такой же ситуацией. Но он просто сразу же откупился. Он там заплатил какие-то баснословные деньги, несколько миллионов. То есть это тоже были иностранцы, которые сидели с тобой в одной камере? До меня. Один до меня, а другой откупился сразу же. Его не посадили, но у него отобрали все документы. Его не выпускали, пока он не решит вопрос. И это тоже тянулось там пару месяцев. Подожди, а кто у него забрал документы? Полиция? Да. Пока он не заплатит девушке? Пока он не заплатит девушке и пока он не дождется решения вопроса. Так называемая это процедура. А с твоими знакомыми такая ситуация происходила? Нет, ни с одним. Слава богу. Да, я был первый, надеюсь, последний, да. Слава богу, да. И надеюсь, никто так больше не попадет на такую срань. Но опять же, да, есть русская пословица: от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Опять же, я завтра покажу все документы, почитаешь, я абсолютно невиновен. А как ты думаешь, полиция была в доле с этой жертвой? Нет, однозначно нет. Однозначно нет. Но что удивительно, все в один голос говорили, что надо платить. Да, делали грустное лицо, говорили, что ой, да, мы понимаем, что ты не виноват, но платить надо. Я говорю, почему? Почему? Надо платить, и все. Без объяснения, без аргументации. А почему ты думаешь, что 100% полиция не в доле? Я достаточно хорошо их узнал, ты сегодня в этом убедился. Мы в одном помещении провели практически 3 недели, а это реально одно помещение. Меня потом стали немножко выпускать. Они напрашивались на благодарность. Если у тебя будет возможность, мы не откажемся. Помоги нам, да. А мы поможем тебе. Не, вот это не было. Не было? Мы поможем тебе не было. А у тебя был адвокат? У меня мог бы быть адвокат, что парадоксально, оказывается, так и есть. Если заявляешь доход менее, по-моему, 8 тысяч песо в месяц, и они не требуют подтверждения. Они назначают тебе какого-то государственного адвоката? Да. Я заявил 50, это была ошибка, и мне сказали, извините, ты можешь сам оплачивать. Адвокат за такое дело стоит около 200-300 тысяч. 200-300 тысяч песо? Да. Это сколько, 5-6 тысяч долларов? Да. И причем дело бы длилось около 3 лет, и оно бы разрешилось тем самым, чем оно и разрешилось сейчас. Да, просто я бы заплатил эти деньги бы возложили на нее, на эту девицу, но ты знаешь, Филиппины... Она бы не заплатила никогда и ни копейки. Поэтому я принял решение, я плачу 20 тысяч, и я все равно бы эти 20 дней бы сидел. Сколько по итогу ты заплатил? 20 тысяч песо. 20 тысяч песо непосредственно жертве, назовем это. Да. Все официально, все при свидетельстве в Барангае. Ты знаешь, да, что такое Барангай? Да. Это место... Барангай — это район, в котором вы живете. Администрация района. Администрация района. Да. Это и район, и также называется администрация района. То есть Барангай — это типа деревня, район. Я заплатил официально, то есть под подпись, было на видео снято, с ней провели беседу и капитан Барангая, и там какой-то еще один хер. Провели беседу, мы писали эту беседу на видео, мне потом филиппинцы переводили, естественно, по-тагальски они общались. Там полный бред. Типа, зачем ты вошла в полицию, можно было решить в Барангае. Это вот биржевая музыка, я обычно терминал. А вот бар, да, Coco Lips? Вот ты его видишь, да. Что, прям сразу, прям так в лоб зайдем? Нет, сейчас просто мимо пройдем, вернемся, поговорим потом. Все, не все. А он охранник сейчас, смотри. Реакция охранника. Окей, I'll be back. Ой, как все? Реакция.
Потом зайдем, да? Обязательно. Съебывается. Вот это вот чел, блядь. Он съебывается. А он ушел, да? Да, вот напротив сел. Он меня увидел, съебался. А где он сидит сейчас? Напротив меня. Мордастый хуй. Мы сейчас в этом самом баре, и мы увидели того чувака, который вот был замешан в этой истории. Я считаю, что он даже организатором был. Ты думаешь, это с его подачи случилось? 100%. Я, кстати, вспомнил, я уже потом, совсем потом пытался ко мне там подкатить, руку пожать. Мы сейчас с Максом зашли в тот самый бар, где произошла та история. Увидели того самого Мама Сана, этого... Папа Сана. Папа Сана. Хорошо, назовем его Мама Саном по поведению. Увидели этого Папа Сана, Мама Сана, да. Он увидел Макса, убежал сразу, спрятался в подсобке. Что из себя представляет это место? Посередине барная стойка, вокруг барной стойки немерено девиц, наверное, штук 10 было стояло. Но девицы так себе. В сторонке была сцена с шестом, с пол-дэнсом, да? Как он называется, я забыл. Я не профессионал. Мало приятные девицы, мало приятной наружности, трясли телесами. На самом деле не самые качественные, согласен. да. Но из тех, которые стояли посередине, были симпатичные девчонки. Особенно мне понравилась девушка в красном топе. Поддерживаю. Да. Мы выпили по пиву, посмотрели антураж, посмотрели обстановку и вышли чисто вот для получения экспириенса, для получения опыта. Теперь я понимаю, что это за место и где происходили события. И как тебе место? Я бы не стал бы туда часто захаживать. Но мы разные. Но мы разные, да, но мы разные. What you need? Open it. Next you. I give her this number. I think so. Максим только что на наших глазах снял толстуху. Ну, не такая же на это толстуха. После 5 пив, конечно, не такая, но у меня 6 или 7, я думаю. у меня 4, поэтому я все еще вижу, что она толстуха. Зато она милая. Ну, милая, да. А как тебя кормили в КПЗ? В смысле кормили? Никак. Ну, в смысле, никак. Ты сидишь там 2 дня или сколько ты там сидишь? 20. Я так понимаю, что потом тебя из КПЗ перевезли куда-то там. Нет, меня там же оставили, только в другую камеру соседнюю. Это точно такая же камера. Чуть поменьше. Чуть поменьше. Но я был там один, да. Что ты имеешь, что никак не кормили? Ну, просто никак. Вода была и все. Что ты кушал? То, чем поделятся сокамерники. Ну, я потом там уже встал в позу и сказал: ребята, я объявляю голодовку, потому что я даже не буду есть то, что делятся сокамерники, потому что вы держите невиновного человека, причем вы признаете, и да, полицейские признавали, да, мы понимаем, что невиновен. То есть ты поговорил с полицейскими, сказал: ребята, вот у меня есть заключение о том, что... Вот у вас есть заключение. У вас есть экспертиза о том, что вот я невиновен, почему вы меня не выпускаете? А они что говорят? А он говорит: а у нас такая процедура. Процедура в чем заключается? Что пока девушка сама не напишет отказ от... Она написала отказ на следующий день, то есть в понедельник, по-моему. И, ну, короче, там в течение 2-3 дней написала отказ. Подожди, давай как-то, хронологически там расставим ситуацию. Ну, давай. Утром в воскресенье она попросила 250 тысяч. Да. В этот же день после обеда пришли результаты экспертизы. И цена стала 50 тысяч. И цена резко стала 50 тысяч? Да. Как она это объяснила? Нет, во-первых, я сказал, что я ничего платить не буду. Мне говорю: плевать, я буду сидеть в тюрьме. Но платить ничего не буду, потому что я не виноват. Это, кстати, восприняли полицейские очень. Я, по ходу дела, был первый, кто так ответил, иностранец, потому что все остальные обсирались и платили столько, сколько им скажут. Я знаю истории, там и по 1,5 миллиона они платили. За точно такие же ситуации, точно такие же. Все-таки сколько в итоге ты провел? Ровно 20 дней. Ровно 20 дней? Да. Так что ты кушал? Потом, когда я на 8 килограмм за 2 недели похудел, меня начали выпускать из камеры, фактически свободно ходить, но только по территории Барангая, ты видел его. И они меня стали выпускать, и я стал обедать вместе с ними, вместе с полицейскими. А я так понимаю, что они покупают продукты за счет тех денег, которые выделяют на арестантов.
То есть это была чисто инициатива полицейских, Да. чисто их доброта. Ну, и мне кажется, они просто немножко обосрались, что я у них там кони двину. Тот человек, который сидит, его собственные обеды, это инициатива его друзей, семьи и так далее. Да. Кормили только меня, Исключительно. исключительно. Ты пробовал связаться с нашим консульством? Разумеется, я требовал, ну, как бы, телефоны это не разрешены, я требовал связаться с консульством, мне разрешили связаться, по-моему, в понедельник во второй половине дня, и на тот момент выяснилось, что консульство уже было в курсе этой ситуации. Ты сам позвонил в консульство? Да, я сам позвонил, мне привезли мой телефон, я сам позвонил дежурному, смог только дозвониться, дежурный мне дал номер телефона консула, и он оказался у меня, кстати, в записной книжке. Вот. Я, опять же, сам звонил консулу. Мне никто ничего не звонил. И в полицию никто не звонил. Хорошо, ты звонишь консулу, говоришь, так и так, я сижу в тюрьме. А когда мы знаем. Вы Максим Лаврентьев, мы знаем про вас. Да, А как да. они узнали? Ну, им сообщила полиция, оказывается, в тот же день. А, полиция сообщила нашему консульству. Да. Хорошо, мы знаем, дальше что? Ничего. А мы, говорит, знаем, такие истории происходят. Вот у нас на Филиппинах, вот в Маниле у нас уже 2 таких кейса. И вот у вас 1 кейс. Мы к вам приедем. Ну хорошо, статистика у них есть. Как они решают эти вопросы? Ну, насколько я понимаю, никак. Просто собирают статистику и говорят, чувак, ты не единственный в своей трагедии? Да. Они как-то пообещали помочь? Они обещали приехать, но, понятное дело, ну, спойлер, что никто не приехал. И никто больше не звонил. Я писал сообщение, что я говорю, ребята, я объявляю, ну, там, типа, я не могу есть. Я не говорю, что я объявляю голодовку, просто у меня нет аппетита, я не хочу есть, потому что я не виноват. У меня на руках фактически есть свидетельство этого. Мне никто не ответил, никто больше не звонил, ничего больше. И в полицию никто не писал, не звонил, и никто так не приехал. То есть с нашей стороны никакой помощи? Никакой. Не то что помощи, а даже никакой поддержки не было, даже моральной. Макс, ранее мы обсуждали, что когда ты сидел в тюрьме, ты связывался с нашим консулом, они пообещали приехать и так и не приехали. Они пообещали приехать и помочь с этой ситуацией. Смотри, я знаю, был кейс, что американец, ну, примерно похожая ситуация, связался с консульством, и там прям целая делегация Да, приехала. его вытащили, его тут же вытащили. Слышал, да? Да, этим же днем. Его вытащили этим же днем. Почему у нас не так? Потому что у нас такое отношение к гражданам Российской Федерации. Зачем нашему консульству что-то делать, если можно не делать ничего? Ну, смысл какой? Это на поверхности лежит. Подожди, а что они могут делать? На тебе уголовное дело, они же не могут переписать. В любом консульстве есть свои юристы. Ну да. Они могли взять своего юриста и приехать и говорить, объясните нам. Ты прекрасно понимаешь, если бы приехал, пускай не консул, а какой-то официальный представитель Российской Федерации в эту полицию. Там бы все обосрались. Там бы все обосрались. И, скорее всего, я был бы этим же днем отпущен. Какой-то деревенский маленький полицейский участок, где 3,5 Да, коллеги сидят. приезжает и вот эта консул. клетка маленькая, Да. приезжает консул, да. Они бы меня тут же выпустили. А если бы он приехал бы еще и с юристом аффилированным, и сказал, ребят, покажите, а что вы творите-то вообще? А ну-ка, по какому закону у вас гражданин Российской Федерации, который не виновен, и вы признаете, что он не виновен, а он у вас сидит в клетке? Нет, они просто проманкировали свои обязанности и спустили все на Ну, тормоза. они же сказали, что таких, как ты, тут по всем Филиппинам сидит до хрена. 4. Они прям сказали 4. За последние, говорит, полгода у нас 4-й случай. И хотел спросить, из скольких из 4 случаев вы реально помогли? И чем? Это когда они в пандемию собрали целый самолет, выпихнули отсюда, или 2 самолета, да, собрали, выпихнули отсюда экспатов своих российских, и потом 3 года сидели и там кайфовали. Ну, у них не было работы. Я как-то в одном ролике рассказывал историю одного чувака, Юра, который в Сибу живет, ну, русский мужичок, он там конкретно салкашился, валялся на земле там, и эта история стала популярна в филиппинских медиа. Да ладно. У него давно уже несколько лет просрочена виза, у него давно уже несколько лет нету паспорта, и эту историю разнесли в филиппинских медиа. Они этого чувака вытащили, они сделали ему документы, купили билету, приехали его родственники с России за ним, давно уже потерянные, и там прям целая история была, они его И они, конечно, вытащили. сняли кучу видео и рассказали, какие они крутые, как работают. У меня простой вопрос к нашему генеральному консулу. А почему вы меня не вытащили? Может, ты слишком рано вышел из тюрьмы? Может, не дождался просто? Ну, надо было года 2-3, так же, как и Юра, поваляться по подворотням. Вы прекрасно знали, что я не виноват. До вас донесли, что я не виноват. Вы мне ни разу не позвонили. Ну и а зачем вы здесь нужны на Филиппинах? Что вы там делаете, чем занимаетесь в Маниле? Берете акцизы за копии, за перевод документов? Ну, я вас поздравляю, этим далеко ваша функция не заканчивается. После результатов экспертизы девушка сказала, что теперь цена 50 тысяч. Да. Как ты решил этот вопрос? Я сказал, что я повторюсь, платить не буду.
Что было дальше? Дальше не пропали на несколько дней, я продолжал сидеть, и через неделю цена была 20 тысяч, я уже согласился, но я почему-то думал, что как только я заплачу, она напишет отказ, меня тут же выпустят. Ты сидел неделю, ты с ними вообще как-нибудь общался в это время? А как? Никак не Никак. общался. А Может как? быть, Как может, твои друзья как-то с ними общались? Ну, они пытались как-то с ними связаться, но меня, опять же, в этот момент свозили в Колопан, это областной центр. Я не знаю, зачем. Меня там водили по нескольким местам, водили к адвокатам, как называют адвокат, общественным. Те спросили мой месячный доход, я с дуру ляпнул 50 тысяч. Они сказали, мы-то тебе, не положенные. Но один адвокат, это, насколько я сейчас понимаю, по доброте душевной мне объяснил ситуацию. Подожди, это бесплатный государственный адвокат? Да. И если у тебя доход свыше какого-то лимита, то тебе он не положен? Нет, не положен. То есть, а если у тебя доход меньше этого лимита, тебе назначают бесплатного адвоката? И они, кстати, толковые оказались. И он, слава богу, мне объяснил, говорит, мужчина, ты заплатишь, не заплатишь, но сидеть будешь. Почему? А у них такая процедура. Чисто из-за каких-то бюрократических проволочек? Да, совершенно верно. Пока колесо не обернется, пока мои документы все не пройдут определенную эту процедуру, я буду сидеть. То есть девчонка вначале попросила 250 тысяч, потом на следующий день, или даже в этот же день после результата попросила 50 тысяч. Ты сказал, платить не буду. Да. Через месяц тишины она сама пришла... А не через месяц, пару недель. Она сказала, что хорошо, 20 тысяч. То есть пару недель ты сидел в тишине? Да. Не знал, что происходит? Нет, не знал. И только через пару недель она сама по собственной инициативе пришла и сказала... Она вышла на моих друзей и сказала, хорошо, 20. Ты сказал, окей, давай решать вопрос. Да, если бы я знал, что я все равно буду сидеть, я бы эти 20 тысяч тоже не заплатил. Причем она тоже считала, что я заплачу их прямо сейчас. Она написала отказ, и я ей сказал, что, дорогая моя, я их заплачу только тогда, когда выйду из тюрьмы. Уже у тебя был отказ, ты мог бы вообще ничего не платить. Совершенно верно. Вот такой вот я подонок, честный. Как проходил твой быт все эти 20 дней? Поначалу мне не разрешали вообще ничего. Я раскладывал пасьянс недели 2. Потом разрешили электронную книгу и неофициальный телефон с интернетом. Я накачал кучу книг, читал. Кто был твоими сокамерниками все это время? Те же самые ребята, с которыми ты заехал? Но когда они завезли еще 6 человек, и настало там 12, я сказал, ребята, я просто буду ломать здесь все решетки, грохот устраивать. Это тоже были филиппинцы? Да. То есть иностранцев не было? Не было. Они были до и после меня. И они там попытались на меня прикрикнуть, а для них неожиданно, что кто-то, на полицейских может повысить голос. А я прямо орать начал. Я говорю, уроды, я вам спокойно здесь существовать не дам. Потому что я не собираюсь как животное здесь жить. Я начал истерику, и меня в эту же ночь перевели в отдельную камеру. С чего вдруг такая прерогатива? Они на самом деле просто сами охуели от того, что может произойти. Они поняли, что я настроен серьезно, и у них нет никаких рычагов воздействия на меня. Если на своих филиппинцев они могут прикрикнуть, они пытались на меня прикрикнуть, но со мной это не сработало. Я только громче начал орать. Я говорю, да мне... матом. У тебя с полицейскими в этом участке были напряженные отношения? Первую половину, да. Причем даже когда они знали, что я не виноват, и для них почему-то это считается нормой. Сидит невиновный человек, и какого хрена еще выпендривается. То есть они прям признавали, что да, Максим, мы понимаем, что ты не виновен, но ты сидишь, потому что вот так надо. Да. Потому что у нас вот так вот. Они полностью признавали. А во второй половине твоей, так сказать, отсидки, как ты с ними общался? Уже нормально. Причем и с начальником полиции. Естественно, ни с кем я там не сдружился, нахрен мне это надо. Но общался нормально. Расскажи, пожалуйста, как проходила процедура заключения мирового соглашения с этой девушкой? Как ты ей платил деньги? Это было при свидетелях, при полицейских? Это было в Барангае. Это типа местная минимальная административная единица. Мы пришли в присутствии секретаря и капитана Барангая. Она подписала документы. Документы были уже все готовы. Оказывается, это стандартная процедура на Филиппинах. Поставили печать. Барангай поставил печать. Я ей заплатил кэшем. Она подписала, что все получено. Ей погрозили пальчиком. Типа, ай-яй-яй, что ты в полицию пошла? Можно было все в Барангае решить. Но ей пригрозили только этим. Не потому, что человек 20 дней прожил в тюрьме, а потому, что она почему-то пошла в полицию, а не в Барангай. Но после этого тебя обратно вернули в камеру? Нет, почему? Это уже было... Я заплатил деньги уже после того, как меня выпустили, как я, собственно, и обещал. Ты врешь. Медицинский анализ не показал никаких следов. Ты сказала, что он душил тебя коленом. Однако не было никаких следов. Ты, может, заметила, что у него травмировано колено? Поэтому то, что ты говоришь, невозможно. На твоей вагине тоже не было. Не было никаких следов. Ты заявила, что он покусал тебя там, однако экспертиза не нашла никаких укусов. Эти деньги нам бы и самим пригодились. Твоя жадность стоила ему 3 недель его жизни. Пострадала его работа.
Ты врешь, и эти деньги не принесут тебе удачу. И не только тебе, но и всей твоей семье. У тебя есть ребенок, и, надеюсь, твой ребенок будет гордиться тем, чем ты занимаешься. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I hope masaya ka. Thank you. Ты раньше в интервью сказал, что она написала мировое соглашение, пока ты сидел. Она написала отказ от претензий. Это другая бумага. Да, так как когда я сидел в тюрьме, она написала отказ от претензий, и я все равно продолжил сидеть. И после этого вы еще раз собрались, и она еще раз Уже написала... после того, как меня официально выпустили, да. Какая-то другая же бумага, типа Да, мировое другая, соглашение. Мировое соглашение, но уже подтвержденный Барангаем, и подтверждено то, что я заплатил ей требуемые деньги. Тебя в полицию потом вызывали после этого? Нет. Как отпустили? Нет, я... Никто тебе не звонил, никто тебе не писал, Нет, никто не... нет. Но я в полиции еще раз был после этого. Слушай, а ты не пробовал написать на нее встречное заявление за клевету? Вот именно ради этого я и был в полиции, чтобы написать встречное заявление за клевету, они отказались его принимать. Они сказали, нанимать частных адвокатов, и мы только через адвокатов принимаем подобное заявление. И да, он стоит 300 тысяч. Почему ты не попытался выйти под залог? Ну, залог эти те же самые 300 тысяч, которых у меня просто не было. И мне бы его вернули в течение 3 лет. Ты узнавал, да? Да, это об этом рассказал сам вот этот адвокат, который... Бесплатный? Да. Государственный? Да. Как ты думаешь, эта девушка промышляет таким регулярно? Нет, это разовая акция, скажем так, именно от этой девушки. А вообще... А почему ты так уверен, что это от нее разовая акция? А потом выяснилось, что у нас есть общие знакомые, весьма близкие. И что общий знакомый тебе рассказал про нее? Ну, что она ее прекрасно знает. И они после этого прекратили, кстати, общение, что они узнали друг о друге эти подробности. Нет, именно от нее разовая акция, но вообще это стандартная, обыденная ситуация в Сабанге. Для этого региона? Для Сабанга. Для Сабанга. Для места, где легализована проституция на Филиппинах. Да. Как ты думаешь, этот менеджер Папасан, он как-то замешан? Однозначно. Он оказался вообще племянником хозяйки, в которой я снимал дом. И продолжаю снимать, кстати. Оказался племянником, да. И про него молва ходит, что он крайне непорядочный человек. То есть ты думаешь, что это он подговорил девушку написать на тебя заявление? Однозначно, у нее бы пороха не хватило. Она очень такая пугливая, застенчивая филиппинка. Ты думаешь, они поделили твою 20-ку? Я думаю, что ей там осталось максимум 10. Она подумала, либо ей рассказал Папасан, что сейчас мы в легкую срубим 250 да. с иностранцем. И причем, как только я отказал, я его больше не видел, он больше в тюрьму не приходил. Я сказал, я не буду тебе платить, вообще ни копейки. И больше я его не видел. Но, тем не менее, мы вчера его встретили, когда зашли в бар, он по-прежнему работает. И он, увидев меня, что сделал? Убежал в подсобку. Но я удивился, что все охранники там тебя знают, подбежали, стали здороваться. Прям ты такая звезда в этом баре. Ну, в этом Сабанге, да. Макс, после этого случая ты заходил в этот бар? Ты видел эту девушку? В бар заходил неоднократно, причем первый раз я сделал это специально, практически сразу после выхода из мест заключения. Привел себя в порядок, побрился, сходил к парикмахеру, отмылся, пообедал. Тем, о чем мечтал, это пюре, котлеты и 100 грамм холодного горячительного напитка. Зашел, да, я ее увидел, и причем это случилась весьма курьезная ситуация, не только ее, но и Папа Сана, о котором я уже рассказывал, да, и, ну, сначала меня увидел Папа Сан, и он, как воробей из-под трактора, от меня упорхнул, испугался, не предупредив, причем свой персонал, что я вошел, то есть, не знаю, что они там подумали, может быть, они подумали, что я пришел убивать, ну, понятно, что нет, мне просто хотелось в глаза посмотреть этим людям, он упорхнул, бежал куда-то там за портьеру, бросив ее. Потом, когда она меня увидела, она тоже в панике убежала. Скрылась, да, и я с тех пор ее в этом заведении не видел, хотя бывал там неоднократно с тех пор. Вот, так что, да, ну и после этого я был в этом заведении, после этого случая. Ну, это одно из самых известных заведений, ну, как ты уже понимаешь, да, в Сабанге. Да, почему нет? Я ничего не делал предосудительно, я ничего не делал противозаконного. Почему бы мне не продолжать заниматься тем, что мне нравится? То есть развлекаться в определенные времена, когда мне хочется этого. Макс, после этой истории ты продолжаешь общение с барными девицами? Нет, я продолжаю. Ну, у меня была пауза около там полугода или чуть больше. Продолжаю, да. То есть жизнь ничему не учит? Можно и так сказать. Либо ты принимаешь какие-то меры предосторожности? Конечно, я стал намного более осторожен. Предупрежден, значит вооруженный. Кстати, для господ гусар. Ребята, будьте аккуратны.
И причем это не только, как казалось, это не только связано с проститутками, это можно точно так же встрять и с обычными приличными филиппинками. Так, слушай, а в чем проблема? Ты харизматичный парень, хорошо выглядишь. Почему у тебя нормальной девчонки нету? Зачем тебе эти барные девицы, особенно после того, когда с тобой произошла вот эта вот ситуация? Хороший вопрос, и он правильно абсолютно. Проблема локации, здесь других нет. Почему ты не уехал из Порто Галера? Разве это является поводом, чтобы уехать из того места, которое тебе нравится? Ты сказал, что ты не можешь найти подругу, потому что здесь все девушки вот такого сорта. Да. С тобой произошла история, в результате которой ты посидел в тюрьме, и ты продолжаешь здесь жить. Тебе не кажется это борьбой с ветряными мельницами? А никто не борется. Я ловлю кайф, продолжаю жить в том месте, которое мне нравится. Да, нет ничего идеального в этом мире. Я принимаю Филиппины в целом и Порто Галера в частности таким местом, какое оно есть. Единственное, да, что будучи, как меня называют мои братья, ленивой жопой, мне тупо лень куда-то переезжать, но сейчас заканчивается у меня контракт, я имею в виду по аренде жилья. И я буду переезжать. Не могу сказать, куда я буду переезжать, но чем дальше, тем больше я склоняюсь, что все-таки я останусь на Миндоро. Да, я уеду куда-нибудь в более, так скажем, провинциальное место. Я точно уеду из Сабанга, но, скорее всего, я останусь на Миндоро. После этой истории твое отношение к Филиппинам как к стране как-то поменялось? Нет. Я стал более четко понимать, где я живу. И все. Ментально я не стал относиться хуже ни к филиппинцам, ни к Филиппинам в частности. Я просто понял, что здесь не все так, как это может выглядеть на первый взгляд, включая даже прожив 5 лет. Назови 3 плюса Филиппин и 3 минуса Филиппин как страны для проживания. Кому Филиппины подходят, а кому нет, как ты думаешь? 3 плюса, 3 минуса. 3 плюса. Крайне лояльная миграционная политика, английский и красота. Красота страны? Да, красота страны. Минусы? Дикость. Плохая дикость в плохом смысле этого слова. Что ты имеешь в виду? Не природная дикость, а дикость в том, что вот даже дикость Камбоджи и дикость Филиппин, она очень близка, но камбоджийцы понимают, что они далеки от цивилизованного мира, они это признают, они это осознают. У филиппинцев огромная негативная черта, что они не осознают, где они находятся, на каком социальном, умственном и там образовательном уровне находятся. Я уверен, сейчас комментаторов понабежит там в защиту филиппинцев Филиппин. Ребята, а вы попробуйте их протестировать на уровень, не надо IQ фактически от природы, а вы попробуйте таблицу умножения их спросить у 20-летнего человека. Проверьте их неграмотность, знания по физике, по химии, по математике. Людей с дипломом о высшем образовании, с дипломом колледжа. Элементарные вопросы, они вам не ответят. Ну, дикость это в неком комплексном смысле. Тут и уровень образования, тут уровень социального развития. Социальное развитие, поведенческий. Он туда же в социальное развитие идет поведенческий. Вы посмотрите, как они себя ведут везде, на дороге, в ресторанах, в общении. Ну, это дикость. И она не такая милая, как, допустим, в той же Камбодже. Я, кстати, приведу пример. Филиппинцы очень много разговаривают про уважение. Надо уважать. Да, и у них урок даже есть в школе. Урок уважения в школе надо уважать. При этом едут 2 чувака посреди дороги, без фар. Они вот так вот перекрыли дорогу и начинают между собой точить лясы на скорости 15 км в час. При этом ночью ни у одного не горит фара. Да, и мы сегодня шли по морю, в открытом море, на огромной лодке. И хорошо, капитан у нас опытный. Ну, ты сегодня же присутствовал, я тебе показал. Торчит, как он ее увидел? Вот такая маленькая баночка. Это уже было темно, да, и которую мы переехали бы и не заметили. Окей, дикость, еще 2. Коррупция вездесущая. Как бы они ни рассказывали, но она возведена в такой ранг, что все с ней уже согласны и просто плюнули на нее. Я думаю, ты не будешь это отрицать. И 3, не законы, а весьма, это уже тоже моя история, весьма своеобразное их толкование. То есть я уверен, что если бы был хороший столичный адвокат, он бы тут отымел и высушил бы всю вот эту братью, которая все это устраивает, местная. Потому что они явно поступали вне закона. Потому что я уверен, что по закону, по филиппинскому, если копнуть, это незаконно. Это не соответствует закону Филиппин. И вот это негатив, что до правды не доискаться. И не только иностранцам, отнюдь. А то, что филиппинцы самые дружелюбные, самые добрые люди в мире. Мне понравилась твоя фраза, наверное, я ее себе дерну, что, прожив многие годы, ты понимаешь, что на самом деле все не так, как выглядит.
Вот этот последний год, который я здесь жил, он мне открыл глаза, потому что я жил самостоятельно здесь. До этого я жил в резорте, я работал в резорте, это как некий такой вакуум, в котором я варился, меня там носили на руках наш менеджмент. Ты работал дайв-инструктором? Да, я работал дайв-инструктором. Я сейчас понимаю, что меня там носили как ребятенка. Да, я тяжело работал, но вот наши два менеджера, огромная им за это благодарность, я не понимал, не видел Филиппин. То есть благодаря тому, что я жил вот в каком-то в обособленном мирке. Сейчас я живу полностью самостоятельно, и мне стало все это открываться. Макс, какой у тебя примерно ежемесячный бюджет в месяц? Сколько ты тратишь, если не секрет? Не секрет, от 50 тысяч песо. То есть примерно штуку баксов на одного? От. Да, и я не могу сказать, что я шикую. Да, я тебе практически ни в чем не отказываю, не шикую. То есть я ем то, что хочу, тогда, когда хочу. Я пью то, что хочу, тогда, когда хочу. Я делаю то, что хочу, тогда, когда хочу. Но опять же, в рамках разумного. Я не снимаю яхты, не путешествую на яхтах. Я не покупаю дорогие байки, но зато я ремонтирую. То есть у меня есть проект «Мой байк», на котором сегодня-вчера ездил. Я хочу, скажем так, сделать агли-байк, который внутри будет идеален, а снаружи выглядеть... Чтоб не сперли? Не, мне так хочется. Мне хочется, чтобы все думали, что я убогий, а на самом деле все круто. Какой совет ты можешь дать людям, которые хотят переехать жить на Филиппины? Выезжая из своей страны, переезжая в любую другую страну, открывайте свои чакры. Огромная ошибка, особенно русских, хотя и за иностранцами, за другими это тоже заметно, и ты со мной согласишься, это пытаться приезжать в другую страну и рассказывать, как надо жить. Это неправильно. Расскажи про правила и их прием. Ну, смотрите, правила. Всегда улыбайтесь. Русским это тяжело. Кстати, вот справедливости ради, я знаю, как улыбаются европейцы и американцы, они улыбаются неестественно. Я думаю, ты со мной согласишься, филиппинцы улыбаются по-настоящему. Да, прям цветут. Они вот такие. Да, они там могут сегодня улыбаются, завтра тебя нахлобучить на деньги, но сегодня они улыбаются вполне себе искренне. Поэтому улыбайтесь. Вот, кстати, на Филиппинах, во Вьетнаме и в Камбодже, кстати, тоже это работает. В Таиланде, во Вьетнаме не очень, но в Камбодже это работает. Здесь с улыбкой добиться можно куда как большего, чем попытаться... Чем напором. Да, вот напором, агрессией. Как привыкли у нас. Да, вот, давить напором, да. Там, пока не получится его. На Филиппинах это не конструктивно и непродуктивно. В свое время мне Марина, один из наших менеджеров в Делуне, сказала классную фразу. Если хочешь понять филиппинца, без разницы какого возраста, представь, что перед тобой 10-летний ребенок. Так и есть. И общайся с ними, как с 10-летним ребенком. И у тебя точно получится. Потом что еще? Понимаете то, что вы не самый главный в этой стране. Все-таки они главные здесь. Как бы вам это нравилось, не нравилось. То, что с тобой произошло, и те правила игры, по которым тебе пришлось месяц поиграть, ты готов их принять и дальше жить в этой стране. Да, потому что я люблю Филиппины. Да я еще и взрослый мальчик, мне 47 лет. Я прекрасно понимаю, что мир не переделать. Мир точно тебя сломает, если ты попытаешься переделать мир. Ну что, я дурак совсем. Мне жить-то осталось, такой полноценной жизни, 15-20 лет максимум. Ну, я вот эти ломать копья ветряные мельницы, это уже далеко не мое. Я принимаю мир таким, какой он есть. Негатива хватает. И принять это непросто. Это не просто принять. Но если ты примешь, оно же другими красками заиграет. Мне вот нравятся люди, я так понимаю, это тоже... Но, опять же, не понравилось место. Как у меня в Китае, да, когда я первый раз в Китай уехал. Хотя, когда я только приехал в Китай, мне казалось, это идеальная страна, где я хочу умереть. Это имеется в виду, там... Когда-нибудь. Когда-нибудь, да. У меня изменилось мнение отношений, потому что я узнал Китай достаточно глубоко. Я переехал в Вьетнам. И я Вьетнам до сих пор люблю. С Китаем у меня более сложные отношения. Но я очень люблю Вьетнам. И я бы с удовольствием жил бы во Вьетнаме. Я бы в жизни на Филиппины не приехал, если бы не два аспекта. Это миграционная политика и Мертвое море. И я также люблю Камбоджу. Но в Камбодже, опять же, нет моря. Там офигенная миграционная политика. У меня там есть друзья, у меня там есть очень хороший друг, к которому я могу приехать и буду жить там всю жизнь за бесплатно. Я выбрал Филиппины. Опять же, повторюсь, то есть первое время, которое я жил, я их не видел, я их не знал. Я видел картинку. Несколько лет видел картинку. И даже когда мне вот этот знакомый в Армении, с которым познакомились, который был с филиппинкой, я уже только потом, уже даже после тюрьмы, после своей, вспомнил, что он тогда рассказывал, что у него была точно такая же история с филиппинкой, которая написала на него заявление. Когда он мне рассказывал это в Армении 2 года назад, я это пропускал мимо ушей, как белый шум. А она же была точно такая же ситуация, которая случилась со мной. И он выбирался под полем, он заплатил, он не достаточно из обеспеченной семьи, молодой парень, он младше меня, ему около 30, и его выкупали из тюрьмы.
И он говорит, я на Филиппины больше в жизни не вернусь. Это другая ситуация. У него была история с девушкой, которая закрыла ему потом вообще Нет, отрезала его от Филиппин. Нет, она не отрезала. Он сбежал и сказал, что я больше не вернусь. И продолжал жить с филиппинкой, с другой. Ну, все-таки что-то в них есть, раз, видишь, люди живут. Да нет, но на самом деле, вот по поводу там жениться на филиппинке, да можно. Я уверен, что можно. И сам же знаешь, куча иностранцев, не русских. Я русских, кстати, не знаю, которые долго прожили с филиппинками. Русских я не знаю. Но я знаю кучу иностранцев, в которых... Много лет живут. Да, много лет. И взрослые дети совместно. И прекрасно живут. И ты вчера видела супружескую пару, которым, будьте любезны, 70 там... Ну, мужчине 70, а ей, наверное, 50 там. И у них взрослые дети, которые путешествуют по миру. Я знаю других иностранцев здесь. Именно иностранцев, не русских, которые прекрасно живут с филиппинками. Может, у нас что-то в русских. Может быть, мы просто мало набрали статистики? Иностранцев все-таки больше. Их статистически больше, в десятки раз. Я записывал интервью с ребятами, с русско-филиппинскими семейными парами. У них там история несколько лет. То есть пока для статистики, наверное, маловато. Не 20, не 30. Да, опять же, и сколько русские на Филиппинах? Ну, 10 лет. Да. Да? Да. А эти по 40, по 50 лет живут. Я знаю одну пару русско-филиппинскую, немецко-филиппинскую, которые с 70-х годов здесь. И они, когда здесь были, уже были иностранцы здесь. А вы что думаете про историю Максима? Виноват ли он сам в своей ситуации, либо стал жертвой стандартного туристического развода? Напишите ваше мнение в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. Решив пуститься во все тяжкие за границей, будьте бдительны и осторожны. Всем спасибо и всем мира. Да ну уйди ты, кадр мне не порти. Все же красиво, смотри, носик лодочки.